господа, мы мало уделяем внимания северу и его обитателям. Полярный мишка, пингвины, морской леопард. Ищите ролики про них в специальном плейлисте «Животные севера». Ну а сегодня у нас в гостях главный враг самого грозного и большого хищника на планете. Это я про белого медведя. Встречайте моржа, морское млекопитающее, единственный современный вид семейства моржовых отряда хищных. Да, морж – это тоже хищник, и поэтому его боится сам Умка. А все потому, что в морже больше тонны мяса и жира и где-то 3-4 метра в длину. Этим суровым животинкам не страшны ни хищники, ни морозные ночи их родных краев, а родные края у моржей на Беринговом проливе, Аляске, Канаде и в Гренландии. Взрослый морж легко узнаваем по своим видным бивням. Морж – это один из крупнейших представителей ластоногих. По размерам тела среди ластоногих уступает лишь морским слонам. О них у нас тоже есть ролик. Ареалы этих видов не пересекаются, то есть морж является крупнейшим из ластоногих в своей среде обитания. Тем страннее осознавать, что их предками были дальние родственники песиков и медведей, которых безжалостная конкуренция выдавила обратно в океан. Ну да ладно. Кстати, а все помнят, что зимнее плавание в России называется моржеванием, а в 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы утвержден День моржа, который отмечается ежегодно 24 ноября. Слово «морж», как на первый взгляд, слово может показаться родственно русским словам «море» или «мороз». Однако подобная трактовка – не что иное, как народная этимология. В действительности слово заимствовано из саамского и норвежского языков. Морж – это крупный морской зверь с очень толстой кожей. Самцы обрастают плотными кожными бляшками. Они, как кольчуга, еще сильнее увеличивают обороноспособность тушки. Верхние клыки чрезвычайно развиты, удлинены и направлены вниз. Очень широкая морда усажена многочисленными толстыми, жесткими, сплющенными щетинами, усами или вибрисами. Их у моржа на верхней губе может быть от 400 до 700, а расположены они в 13-18 рядов. Благодаря им морж находит свою излюбленную добычу – моллюсков и беспозвоночных, зарывшихся в донном иле. Кожа моржа покрыта короткими, прилегающими желто-бурыми волосами, но с возрастом их становится меньше, и у старых моржей кожа почти совершенно голая. Конечности более приспособлены для движения на суше, и моржи могут ходить, а не ползать. Подошвы у них мозолистые, хвост зачаточный, хотя некоторые тихоокеанские самцы могут весить до 2 тонн, большинство весят от 800 до 1700 килограмм. Самки весят примерно на треть меньше. У самцов имеются парные воздушные мешки без запирающих клапанов, образованные выпячиванием верхнего отдела пищевода. Эти мешки раздуваются под кожей шеи, выворачиваясь кверху, и позволяют моржу плавать вертикально в воде во время сна. Кроме того, они участвуют в издавании некоторых звуков. Но самое примечательное у моржей – это его длинные бивни. Это удлиненные клыки, которые присутствуют у обоих полов и могут достигать в длину 1 метра, а весить до 5 килограмм. Бивни немного длиннее и толще у самцов, которые используют их для схваток. Самцы с крупнейшими бивнями обычно доминируют в своей группе. Бивни также используются для формирования и поддержания отверстий во льду и помогают моржам вылезать из воды на лед. Благодаря последней особенности морж получил свое родовое название, которое означает «ходящий зубами». Возможно, бивни также используются, чтобы искать еду на дне. В апреле, накопив как следует жирка, начинается пора любить друг друга. Мужчинки обзаводятся гаремами и яростно сражаются за власть над дамами. При этом девушки тоже в
усы не дуют, а сидят в зрительном зале и наслаждаются этими эпическими батлами во имя будущих поколений. Победитель получает группу из 10-15 девочек, каждая из которых выигрывает одного ребеночка в подарок. А для того, чтобы выяснить отношения, моржи переходят в воду, дабы ненароком не задавить кого-нибудь. Спариваются животные, кстати, тоже в воде, так как вес тела у самцов совсем не маленький. Такое количество самочек в гареме возможно благодаря наличию у моржей мужского пола особой кости в причинном месте – бакулюма. Она обеспечивает стабильную потенцию при любых условиях. При этом размер этой самой кости может быть около полуметра. Ну, про хрен моржовый все помнят, да? После года беременности на свет появляется 30-килограммовый моржонок. Долгих 4 года он будет у мамы под боком. К своим детенышам самки моржи относятся крайне трепетно, отбивают для них самые удобные места, чтобы те отдыхали, и катают их на спинах, если те устали. Даже обнимашки этим гигантам не чужды. И только после взросления любимой дитятки моржиха снова готова размножаться. Живут саблезубые жители севера в среднем до 50 лет. Кроме голых обезьян, враги моржа – это белый медведь и касатки. Белый медведь может справиться с моржом только на суше, а касатка только в воде. Однако белый медведь зачастую опасается охотиться на взрослых моржей. Среднестатистический морж в 2 раза тяжелее белого медведя. И если умка просчитается, то запросто может получить травму, которая может вылезти боком, ибо, утратив возможность полноценно охотиться, косолапый рискует остаться голодным и даже умереть. Так почему белый мишка боится моржей? Во-первых, моржи живут большими сообществами, и если их товарищу угрожает опасность, то они могут заступиться. В этом они очень похожи на африканских буйволов. Ищите ролик про них в плейлисте «Животные Африки». А во-вторых, у моржей имеются огромные бивни, длина которых, как я уже говорила, достигает 1 метра. Это очень грозное оружие, намного опаснее, чем клыки с когтями. Так что на взрослого моржа белый медведь вряд ли полезет. А если и полезет, то только если морж находится на суше и далеко от своих сородичей. А вот в воде бороться с моржом очень опасно и даже глупо. И только если белый мишка голоден и никакой другой добычи поблизости нет, он все-таки пойдет на столь рискованный шаг. Но нападать будет в основном все же на детенышей или больных животных. Матерые самцы белому медведю не по зубам. Но это мое мнение. А как вы считаете, кто сильнее, морж или полярный мишка? Пишите в комментах. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!